Если тебе интересно видео про психологию, про нейрофизиологию, про метафизику, про какие-то тонкие моменты, про софт-скиллы, про духовность, про религиозность и так далее, то обязательно подписывайся на этот канал, прожимай лайк этим видео. Ну а я буду стараться развивать этот канал таким образом, чтобы он был интересен к просмотру. И в сегодняшнем видео я бы хотел затронуть тему психологических травм, потому что это очень важная и глубокая тема, которая на самом деле мешает людям жить. По моим наблюдениям, а я занимаюсь уже этим более 17 лет, наблюдением за собственными травмами, проработкой этих травм, различными психологическими подходами, психологическими практиками, эзотерическими практиками, находил и выводил из себя различные детские травмы, которые у меня появились в жизни с течением жизни. И вот, наблюдая за собой, наблюдая за другими людьми, я очень часто вижу, как человек, по сути-то, и не живет вообще на самом деле свою жизнь, а он живет жизнь страхов, психологических травм, блоков, эгоустановок и различных других негативных факторов, которые появились в момент появления таких психологических травм, как они зарождаются в нашем детстве. Именно об этом я бы хотел кратко рассказать. Что вообще такое психологическая травма? Психологическая травма – это, по сути, скопленная сцепка, такая твердая сцепка перевозбужденных нейронов, которая возникла в какой-то момент детства в возрасте до 12, до 9, до 10 лет. По-разному у разных людей формируется мозг, но в целом до 12 лет основная часть нейронных связей уже сформирована. И далее в течение жизни от некоторых этих нейронных связей человек отказывается. Но психологические травмы, которые возникли в этот возраст, остаются с нами, можно сказать, практически на всю жизнь. Это более подробно, как возникает травма, мы расскажем в следующих видео. Точнее, я.